Всем привет! А давайте нарисуем вот такой симпатичный лимон. Начнем с наброска. Рисуем овал, который слегка наклонен в правую либо в левую сторону. У лимона, как вы знаете, есть такие вершинки. Их мы тоже с вами прорисуем. Обведем потолще немножко лимончик, чтобы было лучше видно вам границы. У лимона есть хвостик. Мы нарисуем его вот таким похожим на треугольник. И нарисуем лепесток, похожий на капельку. И в середине прорисуем жилки. Рисуем тоненько, чтобы нам с вами не пришлось все это закрашивать и стирать. Так, чтобы мы могли только слегка видеть. Я обвожу чуть-чуть посильнее, чтобы вам было понятнее и лучше было видно, какой формы лимон у нас с вами получился. Далее я беру свои любимые краски, это акварельные, кисточку с чистой водичкой и все смачиваю, хорошенько смачиваю, чтобы моя плотная бумага, альбомная или акварельная, хорошенько пропитались. После того, как я нанесла один раз слой воды, можно еще раз нанести слой воды. И только после этого приступаем к раскрашиванию. Начинаем с самого светлого желтого цвета. Наносим его хаотично пятнышками. Как вы знаете, на плотной акварельной или альбомной бумаге акварель, краска, очень хорошо растекается. Далее я беру чуть более темную краску, и там, где бочок лимона внизу и с правой стороны, я немного прокрашиваю более темным цветом. Посмотрите, красочка сама начинает расползаться и прекрасно смешиваться. А с левой стороны вверху я оставила небольшой блик. Далее я беру зелененькую краску, лучше взять самую светлую. И маленькими такими легкими вкраплениями, там где у нас еще очень влажная бумага, я чуть-чуть добавила зеленой краски. Посмотрите, она сама начала расползаться. Если ваша краска слегка растеклась и вам не нравится, вы можете отжать кисточку и отжатой кисточкой промокнуть излишки краски и воды. Точно так же заполняем еще влажный листочек зеленой краской, светленькой, или можно добавлять чуть более темную. Затемняем нижнюю часть листа. Туда можно добавить побольше темно-зеленой краски. Можно подправить форму листочка, как-то слегка вытянуть. И ножку лимона тоже затемняем темно-зеленым цветом. Чтобы добавить лимона объем, мы можем взять еще желтой краски и немножко уплотнить правый бочок, там, где у нас больше тени, и в самой нижней части. Так лимон будет казаться объемнее. Ну и вы можете посмотреть со стороны и подумать, куда бы вы еще могли добавить какие-то элементы. Вот здесь, например, у меня блик исчез практически, поэтому я беру кисточку, отжимаю ее хорошо от краски и промакиваю, вытираю это светлое пятнышко. Если кисточка не получается, берем бумажную салфетку, и она прекрасно с этим справляется. Тут главное вовремя остановиться. Пока лимон сохнет, я беру небольшой кусочек плотной бумаги, такой же, на которой я рисую, черный фломастер, и начинаю рисовать глазки лимона. Делаю это очень простыми движениями. Внутри глаза обязательно оставляем блики, это два таких пустых шарика, и вокруг закрашиваем черным маркером или любым другим, голубым, зеленым. Закрасили хорошенько один глазик и второй. Тут же на кусочке бумаги, как вы обратили внимание, я не рисую по центру, я рисую с краешку для экономии этой бумаги. Можно прорисовать глазки еще раз, чтобы они были лучше прорисованы, потому что дальше мы их с вами будем вырезать. Видите, я обвела несколько раз. Чуть ниже, тут же я рисую выпуклую линию, это будет улыбка лимона. Посмотрите, как я делаю. Так, чтобы улыбка получилась широкой, белозубой. Вот такие простые линии.
Далее все это мы вырезаем. А дальше начинается самое интересное – примерка. Посмотрите, как выражение мордочки лимона меняется. Можно сделать его удивленным, вот таким вот глаза, ух, вверх подъехали, а можно опустить их вниз. А можно эти глазки сделать вот такими и очень широкими. Как меняется выражение лица. Выбирайте, как вам нравится, фиксируйте и приклеивайте на клей. Далее фломастером я рисую вот такие вот удивленные бровки. Еще раз обвожу глазки, которые приклеила. В уголках глаз можно добавить легкие складочки и морщинки от улыбки. И далее я беру темно-зеленый фломастер и еще раз дополнительно прокрашиваю ножку нашего с вами лимончика и прожилки в листочке, чтобы лимон у нас получился еще более симпатичным и выразительным. Как вы помните, лимон очень пористый и имеет очень толстую шкурку с углублениями. И наша с вами задача в некоторых местах по периметру нашего лимончика прорисовать оранжевым либо желтым фломастером вот такие точечки. Делаем, словно мы тыкаем фломастер, но не очень сильно, чтобы не испортить фломастер. Можно прям каждую точечку маленьким кругляшком прорисовывать. Сначала я рисую светлым фломастером, а потом выбираю чуть более темный. Можно даже попробовать взять светло-светло-коричневый оттенок. Можно также это рисовать карандашом, как восковым, так и самым обычным цветным. И добавляем ему побольше точечек. Так как наш лимончик очень активный и ест много витаминов, мы нарисуем ему вот такие вот волны желтые вокруг. Тем самым мы покажем его веселый нрав и огромное количество энергии. Все благодаря полезным витаминам. Я прорисовываю желтым цветом несколько дуг вокруг нашего героя. Вот такой классный, позитивный, энергичный лимон у нас с вами получился. Если вам понравился урок, подписывайся на мой канал. Увидимся в следующий раз. Всем пока!